Ну что, уважаемые друзья, и снова всем привет! И снова с вами Юля, и сегодня будем говорить о самом неожиданном аппарате, который готовит компания ZTE. Аж не верится, глядя на него, что когда-то была тотальная зависимость от обыкновенного проводного телефона. Потом пришли кнопочные, и была радость уже только от того, что можно телефон просто носить с собой, особо не заморачиваясь, может ли он что-то еще. Главное, что он звонит и принимает звонки. Потом кнопки пропали, и остался только экран. Но появилась возможность развития мобильной фото- и видеосъемки, и не только. И сейчас просто звонить телефон не имеет права. Избалованный пользователь требует большего. И мобильные компании уже не спят, не едят, а все думают, как перещеголять друг друга и угодить потребителю. Так что, уважаемые друзья, именно мы с вами, как пользователи, устанавливаем правила игры на мобильном рынке. Хочешь, производитель, кушать вкусный булька с маслом, придется тебе нам угодить. А мы народ очень избалованный. Так, что-то я немного отвлеклась, поэтому возвращаюсь к смартфону от компании ZTE. На протяжении месяца она публикует промо-материалы касательно следующего поколения игрофонов Red Magic 6. И интригует ими своих пользователей, а интриговать есть чем. Недавно президент мобильного подразделения ZTE Ни Фэй поделился новой порцией подробностей о новинке и опубликовал специфичный видеотизер с будто бы парящим в воздухе смартфоном. Можно предположить, что таким образом производитель демонстрирует некую технологию 9-осевого пространственного позиционирования и образно показывает, что остальные аппараты просто не взлетают рядом с Red Magic 6. Надо отдать должное компании, подход достаточно креативный. Ну а вдруг, если все-таки представить, как вы идете по улице, а смартфон летит рядом. Главное, чтобы в этот момент его не поймал кто-то другой. Помимо этого, топ-менеджер сообщает об улучшенной системе активного охлаждения серии Red Magic 6, которая за счет нового вентилятора без труда справится даже с самым горячим железом. Также известно, что аппарат получит аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки в случае Red Magic 6 Pro и 66-ваттной у базового Red Magic 6. Это говорит о том, что будут две версии. Но я отмечу, что сам чипсет, который установят в предстоящей новинке, как и сроки дебюта, пока не озвучивают. Так что, уважаемые друзья, ждем. Так будет ли свободно парить хотя бы один телефон, или это удел все-таки будущего? Еще одна уникальная новость. В YouTube появился ролик, автор которого демонстрирует неанонсированную улучшенную модель базового Xiaomi Mi 11. Это Mi 11 Ultra. Мы не можем воспроизвести видео, чтобы не получить страйк от YouTube, но фото самого аппарата впечатляют. Прежде всего, огромным блоком основных камер, занимающим всю ширину тыльной панели и выпирающим из корпуса на добрых 3 мм. Автор демонстрирует новинку в белой и черной расцветках корпуса, причем со всех сторон, и утверждает, что набор камер состоит из 50-мегапиксельного основного модуля, 48-мегапиксельного широкоугольного и 48-мегапиксельного перископического модуля. Впечатляет? Да, скажу честно. Надпись на блоке камер говорит о фокусном расстоянии от 12 до 120 мм. И размере сенсоров от 1,95 до 4,1 дюйма. Кстати, на блоке белого аппарата такого текста нет, и можно предположить, что будет еще одна версия Mi 11. Также здесь виднеется предназначенный для удобной съемки цветной мини-дисплей. Помимо этого, диагональ AMOLED-экрана производства Samsung, по словам автора, составляет 6,81 дюйма с разрешением WQHD+, и обновлением экрана в 120 Гц. А его защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Помимо этого, корпус модели защищен от воды и пыли по стандарту IP68, чего уже давно не наблюдалось в аппаратах Xiaomi. И емкость аккумулятора составит 5000 мАч, и есть поддержка проводной и беспроводной зарядки равной мощности 67 Вт. Дата анонса Xiaomi Mi 11 Ultra до сих пор не объявлена, но глядя на слив информации, предстоящая новинка компания обещает быть очень интересной. Что касается достоверности слитой информации, то имеются косвенные факторы, намекающие на ее подлинность. Первое – это указанный на тыльной панели номер M210-2K1G, что соответствует недавно зарегистрированному в базах регуляторов устройству Xiaomi под кодовым именем Star. И второе, модельный номер нового флагмана оканчивается на K1G.
что в нашем случае может говорить о глобальной версии предстоящей новинки. Так что, уважаемые друзья, ждем. И еще немного о Xiaomi. Компания опубликовала официальный ролик с разборкой флагманской модели Mi 11 на самые мелкие детали. И здесь производитель акцентирует внимание пользователя на ключевых особенностях новинки. Это и набор из 3 основных камер 108, 13 и 5 мегапикселей с наличием функции оптической стабилизации, фронтальную 20-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 4600 мАч с модулем 50-ваттной беспроводной зарядки, двойной лоток под сим-карты, также линейный вибромотор, стереодинамики Harman Kardon, накопитель внутренней памяти и наличие Wi-Fi 6. Основой передней панели является AMOLED-экран с разрешением QHD и покрытый стеклом Gorilla Glass Victus. Под материнской платой, на которой распаян топовый чипсет Snapdragon 888 и накопитель стандарта UFS 3.1, расположилась пластина жидкостного охлаждения Liquid Cool 2. В общем, уважаемые друзья, Xiaomi не стесняется показать внутренность своего флагмана и прилагает максимум усилий, чтобы его приобрели как можно больше пользователей. Кстати, аппарат уже можно купить на AliExpress, и все ссылки на его приобретение будут стоять внизу под этим видео. Вообще, глядя на то, с каким рвением Xiaomi завоевывает пространство вокруг себя, можно сказать, что теперь такая популярная поговорка, что в жизни человек должен сделать 3 главные вещи – это вырастить детей, посадить дерево и построить дом, должна заканчиваться так: он еще и должен приобрести аппарат от Xiaomi. Но это так, чтобы улыбнуться. Ну что, уважаемые друзья, можно сказать по итогу всего вышеперечисленного. Прогресс не стоит на месте, желания пользователей растут, производители стараются их выполнить, как золотая рыбка в одной популярной сказке. Не хочется напоминать, чем она закончилась. Многие и так знают. От себя хочу сказать, чтобы мы все не смотрели на окружающую природу только сквозь 48, 64, 108 или 200 мегапиксельного объектива, а так как есть, наслаждались ею живой и такой прекрасной и не забывали ее беречь, чтобы не остаться потом только с картинками в мобильной галерее. Тем более скоро весна, и я, как всегда, заканчивая свой обзор, не прощаюсь с вами, а говорю всем отличного настроения. Также жду ваших комментариев, чтобы с удовольствием на них ответить. Не забывайте ставить лайки, и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. Не забывая нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать новые видео с нашего канала. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!